Печально закончилась для российского телеведущего Бориса Корчевникова его доброта и любовь к людям. Борис вместе со своей мамой Ириной Леонидовной каждое лето на одну неделю уезжают из Москвы и живут на загородной даче. Однако нынешняя поездка, а точнее возвращение домой, привела Бориса в шокирующее состояние. В интервью центральной прессе Борис Вячеславович заявил: «Я не являюсь корыстным и материальным человеком. Однако, когда доверяешь людям, а потом ошибаешься в них, становится очень больно». Стало известно, что знакомый российского телеведущего попросил Бориса Корчевникова на время отъезда на дачу заселить в его квартиру семью из Средней Азии. Как объяснил Корчевников позже, он доверяет людям и старается помочь им в тяжелой ситуации. Поэтому с согласия Ирины Леонидовны они впустили в свою квартиру незнакомую семью. Более того, Борис Вячеславович купил для этой семьи на целую неделю набор продуктов и оставил наличные деньги. По прибытию в Москву Борис Корчевников честно признался: «Когда я зашел в свою квартиру, мне просто захотелось завыть от отчаяния. Для меня не так важны материальные ценности, но это уже перебор». Постояльцы квартиры Бориса Корчевникова, помимо дикого беспорядка, который они оставили, затопили соседа телеведущего, семью известного российского бизнесмена. Однако и на этом дело не ограничилось. Неблагодарные гости похитили у Бориса Корчевникова раритетные иконы, компьютер и ноутбук. Пропала и сумма денег, но больше всего Борис Вячеславович грустит о пропаже семейной реликвии. Безвозвратно исчез старинный столовый набор, который передавался из поколения в поколение. По словам Бориса Корчевникова, он не знает, как поступить дальше, ведь он даже не спросил личные данные у семьи постояльцев, а знакомый перестал отвечать на звонки. Российский бизнесмен, которого затопили постояльцы, требует с Бориса Корчевникова солидную сумму денег. В связи с затруднительной ситуацией Борис Вячеславович и его мама вновь переехали на дачу. Борис Корчевников не является бедным человеком, но большую часть своих доходов он направляет на лечение больных детей и на восстановление храмов.